Просыпаюсь, осматриваюсь. Батюшки боже. Белая простыня и белый пододеяльник, оба два испещрены пятнами и кровоподтеками. Колено сочилось всю ночь. Номер стоил таких смешных денег, что мне реально было стыдно перед хозяином гостиницы, радушно заселившим меня вчера вечером. Ковыляя, выбираюсь из гостиницы так тихо, как только это возможно, и растворяюсь в теплом ночном воздухе. Выехать незаметно из города, однако, не получилось. Пара собак все же подкараулила меня и устроила мне громкие проводы с сопровождением. Пока вокруг темно и ничего интересного не происходит, расскажу о предстоящем маршруте на сегодня. Как видите, весь Балканский полуостров испещрен дорогами, проезд по которым запрещен организаторами. Что до Северной Македонии, где я сейчас нахожусь, то тут забанена добрая половина дорог. А самое веселое, что из-за этого я не могу попасть напрямую в Болгарию, потому что все 3 погранперехода расположены на красных дорогах. Единственной опцией был КПП на севере страны, Сербия и уже из Сербии въезд в Болгарию. Да, можно было еще рискнуть и срезать пару-тройку десятков километров через Косово, но вот, например, у участника номер 291 возникли проблемы на косовско-сербской границе. Так что я потихоньку по тихим дорожкам пробирался к столице Македонии, городу Скопье, чтобы дальше следовать в Сербию. На подъезде к городу я услышал невероятный аромат из пекарни и понял, что здесь обрету свое утреннее счастье – бублики и айран. Откушав завтраку, довольный, я въехал в Скопье и обнаружил себя по ощущениям то ли где-то в Самаре, то ли в Волгограде, то ли в Казани. Последствия пребывания в соцлагере, конечно, всегда видны невооруженным глазом и отзываются нам, выросшим в панельках поколением, с теплотой и ностальгией. Город не богатый, однако видно, что все убрано-прибрано. Местные власти пытаются разбавить панельный мир какими-то штучными объектами уже из нулевых и десятых. Было раннее воскресное утро, и улицы города были свободны от автомобилей. Зато, к моему удивлению, меня догнал местный велосипедист и спросил, не стесяр ли я. Следят, однако. Примерно за 20 минут я проехал всю столицу насквозь, с запада на восток, и потихоньку выезжал из пригородов на холмистые неровности к северо-востоку от города. С холмов, кстати, было видно гораздо больше минаретов, чем позолоченных куполов, что напомнило мне в очередной раз об условности рукотворных границ на Балканах. Чуть погодя начался и очень долго не кончался довольно специфический участок дороги, обочину которой местные, очевидно, используют как полигон твердых бытовых отходов. Двухминутное видео проезда я превратил в 5 кусочков по 3 секунды. Ну и немного милоты в ленту для контраста. Примерно так и проехалось больше 120 километров, а разогретая к полудню до 35 градусов Македония заканчивалась довольно приятной дорожкой через узкую лесистую долинку, а я подъезжал к границе с Сербией. Здесь все случилось довольно быстро, и, получив очередной штамп в паспорт, первым делом я остановился у источника, чтобы пополнить баклахи. Это было очень дальновидное решение, ибо через полкилометра начинался очередной перевал с подъемом на 350 метров, а температура на гармине шла дальше и дальше к 40 градусам. Встречный ветер при спуске с перевала, казалось, подпалил мне брови. Дальше трек вывел меня к шоссе-дублеру, идущему вдоль трассы. Ни деревца, ни кусочка тени. Вокруг выжженные поля и черепичные крыши сельских хат. Слава богу, скоро попалась заправка с мороженым и ледяной колой, где я повстречал гонщика из Турции Экрема и вот этого милого страдающего от жары пёселя. Дальше, как говорится, дорога раздвояется, и мне надо снова показать вам на карте, что происходит. Главная цель моя и всех остальных гонщиков сейчас – это начальная точка финишного 160-километрового паркура, город Силистра на Дунае, на границе Болгарии и Румынии. Паркур ведет к финишу в Констанце. К Силистре можно проехать по Болгарии, не пересекая Дунай, примерно вот так. Альтернатива – более длинный маршрут по северному румынскому берегу Дуная и 2 переправы через реку, первая по мосту и вторая паромом в Силистру. Как обычно, я выбрал более короткий и более холмистый, болгарский вариант. Так что с шоссе в Сербии, идущего на север, я в определенный момент свернул на восток, в сторону еще одного перевала, дорога вниз с которого в какой-то момент приведет меня к пограничному пункту Стрезимировце и въезду в Болгарию. В позднее обеденное время, подкрепившись киселым млеком, я подъехал к началу этого перевала. Было еще жарче, чем днем, но дорога карабкалась вверх, прикрытая тенью неспадающих крон деревьев, и оттого ехалось гораздо проще, чем могло бы быть. Вершина подъема была с обманкой. На высоте 1200 метров подъем закончился и начался плоский участок.
Но через пару километров начался последний, призванный меня окончательно добить, подъемчик еще на 150 метров. И только потом начался спуск вниз, который я сейчас почему-то совсем уже не помню. В памяти всплывают только пара полузаброшенных городков с домиками различной степени руинированности, освещаемые уже предзакатным солнцем. Дневной пробег приближался уже к 240 километрам, когда я наконец добрался до внезапно выросшей посреди леса полосы пограничной заставы, на которой не было никого, кроме меня, пару людей в форме и группы болгарских мотоциклистов. По ту сторону границы ничего не поменялось, разве что асфальт на время стал чуть получше и пропала мобильная связь. А так все тоже вечернее марево, надписи на кириллице, так греющие душу, вырастающие, как из-под земли, статуи времен социалистических республик и наполовину покинутые, наполовину порушенные деревеньки с черепичными крышами. В одной из них я успел заскочить в небольшой магазинчик, пополнить запас воды и конфет и прикупить себе кое-что на ужин. Выглядело вокруг все очень бедненько и практически нисколько не отличалось от виденного мною в Македонии и Сербии. Разве что вдоль обочин за пределами населенных пунктов не было перманентной мусорной помойки. Скоро я свернул с главного шоссе, идущего в сторону Софии, на небольшую дорожку, пробирающуюся витиеватыми зигзагами по холмам на северо-восток вдоль границы с Сербией. Поизучав карту на предмет ночлега, я не увидел никаких заведений по пути и уже начал присматривать места для первой за все путешествие дикой ночевки. Но довольно быстро полностью стемнело, сносных остановок с лавочкой и крышей не подвернулось, и я на удачу ехал в сторону маломальски крупного райцентра Драгомана, расположенного примерно на 300-м километре моего сегодняшнего трека. Никаких гостиниц Google мне там не показал, но зайдя в приложение по отслеживанию участников, я увидел скопление из 4 гонщиков в одной и той же точке на окраине города у трассы. И действительно, карта подсказала, что там расположен какой-то гестхаус. Уже не удивленная очередным велосипедистом девушка на ресепшене обрадовала меня тем, что я забираю последний, самый дорогой двухкомнатный номер, стоивший, правда, в 3 раза дешевле моего самого скромного ночлега во Франции. Время отдыхать. Финиш все ближе, остается менее 700 километров. 2 длинных дня пути, если повезет.